Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Ну вот я и вернулся из отпуска и продолжаю наше видео в формате блога из мастерской. Пока меня не было, я практически ничего не брал в ремонт, только критичные моменты. У нас здесь сделалось за это время пара бургманов. По-прежнему стоит цешка и ждет сальник. Клиент сам заказал где-то его из Польши. Наши ребята сняли и проварили корпус фильтра как следует. Там было совсем все печально. Все это дело отмыли, поправили, сделали. Остался только сальник и в путь. Пока что неизвестно, где он и как. Будем ждать. Хотя обещали на прошлой неделе. В субботу привезли мотор от 400-ки. Человек скидывал мне видео работы. Он работает, но стучит. Сегодня буду диагностировать. Думаю, что уже в этом видео покажу, что с ним не так. С ЛТХой у нас постоянный клиент. У него проблема дословно как за жопу держат. Скорее всего, что-то с бензонасосом. Будем тоже разбираться. Она уже неделю, наверное, где-то стоит, ждет меня. Привезли какой-то Бургман ТО. Вообще не знаю еще, что с ним пока. Привезли R1200R. Очень интересный аппарат. Она была куплена пару лет назад. Очень интересно про этот мотоцикл то, что у него отсутствует АБС с завода. То есть это самая беднейшая комплектация. Он, по-моему, 2008 года в достаточно хорошем состоянии. Он из Японии привезен. Очень интересно. Этот человек обслуживал мотоцикл у нас сразу после покупки. Потом почему-то в прошлом году поехал куда-то в другое место. Не знаю куда, не знаю никаких подробностей. Со слов ему перебрали редуктор. Вот. Зачем, не знаю, почему, не знаю, как, не знаю. Опять же, со слов ему также помимо редуктора поменяли пыльники кардана. Все обслужили. Вот. А когда мой сотрудник наклонился и показал ему вот эти вот дыры в пыльнике сквозные, он почему-то очень удивился. Ну, я думаю, он что-то перепутал. Ну, либо ему не меняли пыльники, а только перебирали редуктор. В общем, закатим его на подъемник, сделаем диагностику, посмотрим. И сделаем какие-то выводы, что там было на самом деле. Если еще и редуктор надо перебирать, то будет печально. Самое страшное с этим редуктором, это чего надо бояться, это кривых рук, потому что очень много нужно специнструмента. 14 или 15 приспособлений мы сделали. Ну, что-то купили, что-то сделали для того, чтобы этот редуктор качественно перебирать. И большинство людей делает это с молотками, прессами и зубилами. И, к сожалению, очень часто портят пару, портят корпуса. В общем, очень меня печалит такое отношение к технике. Одна гантелька у нас тут еще не уехала, две гантели приезжали на... Этот же тихо, вернее. Приезжали на мойку радиатора и замену свечей. Парни все сделали. Вот, одна должна уехать сегодня. Вот. Ну и ждем сегодня еще пару мотоциклов. Завтра еще пару мотоциклов. Вот из интересности еще присылали откуда-то с юга вариатор на 650-ку, полностью мертвый. Вот такие вот веселые шпонки. Человек только купил мопед, хотел поехать на нем в Турцию. То есть тут давно уже все проворачивалось. Ремень мертвый, шестерни мертвые, ответная часть мертвая, картер мертвый. Короче, все полностью мертвое. Мы продали ему наш собранный вариатор четырехшпоночный, хороший. Решили, что это самый дешевый и нормальный путь. Сделали ему скидку за остатки старого, потому что здесь нормальный вал, хотя и мертвые шпонки, но если их аккуратно извлечь, он еще нормальный. Вот эта часть относительно. Ну и картер под ремонт. Вот, собственно, скорее всего, из этого я буду собирать варик. Потому что обычно в прошлые сезоны, когда я собирал какой-то варик на продажу, они у нас, ну, лежали так по полсезона, по сезону. В основном мы все перебирали под клиентов, ну, по факту. А тут что-то я только не успел собрать два варика, один двухшпоночный, один четырехшпоночный, и что-то оба уже продались. Вот, поэтому надо, наверное, собрать еще, чтобы было. Потому что с регионами это очень сильно помогает. Ну что,
пора переодеваться и начинать работать. Итак, друзья, мы сегодня продолжаем. У нас в экстренном режиме приехал гусь, ему в субботу на дальняк, амортизатор потек. Тут еще был выявлен алюминиевый фланец заднего колеса с трещинкой. Пока непонятно, будем ли мы с этим что-то делать. Заодно амортизаторы вот от этой ЛТшки задней быстренько сняли. Помыли их в мойке, потому что особенно ЛТшный был похож на просто кусок какой-то промасленной грязи. Вот. И отдали это владельцу гуся. Он это дело повез к мастеру по подвескам. К сожалению, у мастера, который мой, хороший и проверенный, очередь, запись уже на конец июня. Ну ничего удивительного. У хороших мастеров по подвескам сейчас сезон. Собственно, на того тоже все рекомендуют. Просто мы раньше с ним не работали. Отдефектовал я мотор. Тут у нас стук поршня в цилиндре, задирчики, упущенное масло на лицо. Пальчик поршневой тоже поменяем. Шатун нормальный. Колено нормальное. Головка, на удивление, хорошая. Прям нормальная. Рокера, распредвал, клапана даже более-менее. Подготовил это все к мойке, согласовали. Скорее всего, завтра соберем, мотор отдадим. Человек очень хочет поехать на открытие. Чудом у нас оказался цилиндр, но тут, естественно, все точить надо. Удивительно, для 43-го кузова прекрасный живой мотор. У нас вот есть обменный цилиндр с поршнем, с ремонтным. Мы все это поставим. Вот росточка цилиндра. Соответственно, ремонтный поршень с кольцами, новый палец, новые маслосъемные колпачки, прокладки. Возможно, еще какая-то мелочь туда входила, не помню. Ну, соответственно, притирка клапанов, мойка деталей, все-все-все попутные манипуляции. Я насчитал у нас 43 примерно тысячи. Вот. Помимо этого, тут полная беда с трансмиссией. Во-первых, тут кривой колокол. Вот, кстати, как выглядит явно сильно кривой колокол сцепления. Вот тут у нас колодки как бы всей шириной терли, а вот здесь как бы только по половине колокола. То есть вот это мы, возможно, хотя бы проточим, потому что с этим, по идее, невозможно должно быть ездить. Там будут лютые вибрации. Колодки еще плюс-минус походят, их трогать не будем. Из интересностей тут кто-то поменял игольчатый подшипник, но сделал это совершенно бездумно и поставил его не той стороной, сальником внутрь. Это, конечно, ужас. И как такое можно сделать, вообще не подумав, меня, честно говоря, удивляет. Ну, это ладно. Хрен с ним. Подшипник мы, я думаю, махнем. Тут вот беда полная со щеками. Продолжаем. Сел аккумулятор на GoPro. Значит, по вариатору у нас тут выработка, ну выработка ладно. Вся поверхность шкивов передних посечена. Тут вот есть подразбитость на шлицах коленвала, фиксатор. Повреждения на картере незначительные. Самое интересное на крышке. Тут откручивалась гайка. Причем гайка убитая, шайба убитая. Вот. И у нас тут что-то как-то все навалилось и бардак. Где вариатор-то от него? А, вон он. У нас тут, во-первых, убитый доктор пули, который при установке вообще никто не подумал, как, почему их сюда ставил. Вот, все перевернутые на неправильной пластине, на прямой. По-хорошему это все в мусор. Надо выкинуть. Во-вторых, люфт втулки. В-третьих, ну тоже такая никакая поверхность абсолютно. В общем, передние шкивы надо менять в сборе. По-хорошему менять колокол сцепления. Вот. Гайки. Трансмиссию человек делать не хочет. Убеждения мои, что живой трансмиссией он сохраняет ресурс двигателя, тоже не особо работают. Ну, ему ездить, в общем-то, я настаивать не буду. Очень любопытный моторчик, очень изначально достаточно хороший для 43-го кузова, потому что сюда, похоже, никто никогда не лазил. Это очень большое достижение в 2023 году.
Вот, соберем его, и походит он еще хорошенько. Я считаю, что у него достаточно большой пробег, потому что если мы внимательно посмотрим в цилиндр, то увидим, что помимо задиров, там уже достаточно приличная выработка. Не знаю, видно ли что-нибудь на видео, но там присутствует явная ступенька сверху, ну, в месте перекладки колец. То есть у него явно присутствует выработка. И я думаю, что пробег у этого цилиндра не меньше 80 тысяч, судя по всему. В принципе, они вполне себе ходят. И у меня нету сейчас вот сходу нареканий к какому-то там критичному люфту подшипников коленвала, там шатун тоже, ну то есть верхний подшипник, нижний подшипник шатуна нормальный. То есть все нормальное. Этот мотор, он очень живуч. Главное не упускать масло, что, к сожалению, люди довольно регулярно делают. Вот. В общем, приехала к нам помимо этого еще две 650-ки. Еще вернулась к нам одна из Балашихи на осмотр. А вот цешка уезжает. Но у Балашихинского что-то с вариатором. Похоже, подклинивает муфта. Он пока уехал думать, что ему дальше делать и как с этим жить. Вот, один наш старый клиент приехал на ТО. 2 года мопед. Почти не ездил. Вот. И другой наш старый клиент приехал. У него потекла помпа. В общем-то, переберем. Вот. Помимо этого, 650-ка. Кстати, вот та белая. Тоже 2 года стояла, почти человек не ездил. Посмотрел историю, оказывается, она была у нас на ТО 2 года почти назад. И 300 километров он всего проехал за это время. Вот у нее пробег. Это 650-ка известная, клубная, ее в свое время купили у меня. Она продавалась мной с пробегом около 20-ки, вот 25 человек проехал. Ничего, ну, супер глобального он тут не делал. Один раз мы заглянули в варик, ничего дорогого там не меняли. Вот, была какая-то проблемка у него, я уже не помню. По-моему, в итоге с датчиком ППС. И расходники мелкие подкинули. Вот. Поменяем на ней масла, я думаю, тормозуху, антифриз. Насчет резины не знаю, смотря сколько он планирует ездить, но по-хорошему я бы уже резину менял, передние колодки. Ну и в принципе вот оно ТО. Это вот к размышлениям о стоимости ТО. Вот ТО. Я думаю, тут оно без резины выйдет, ну скорее всего 1030. Вот. Про стоимости народу очень интересно. Вот. Тут я все подготовил к мойке деталей. Подготовил крышки вариатора, они сейчас моются. Я сейчас выключил мойку на время записи, а то шумно. Дальше будем чистить клапана, притирать, мыть головку. Помоем сразу цилиндр, потому что когда поедем в цех, заодно отвезем его и расточим. По-моему, еще один ремонтный поршень у нас остался. Потому что у дилеров поршней больше нету. Если у нас остался, будет еще цилиндр на обмен. Очень удобно, когда он есть. Иногда очень выручает. Вот. Крышечки в процессе мойки. Я думаю, мы сегодня моем разные детальки. Вот. Из этого я соберу варик. Ну вот это пойдет на ремонт. Ее надо будет завтулить. Ну, тоже надо чистую вести на фрезеровку. Вот. У нас вот там вот лежат крышечки. Некоторое количество. Половина из них уже под ремонт. Половина еще целых. Как будут заканчиваться, отдам это фрезеровщику. Вот, собственно, здесь заказали топливный фильтр. В любом случае поменяем, потому что он не менялся никогда. Пробег под 70. Вот, кстати, забавная ЛТХа. Человек так следит за ней достаточно неплохо, денег не жалеет. Кардан мы пару лет назад новый на нее заказывали. Вот, сцепление тут вроде все целиком меняли. Армированные шланги. Ну так, вроде как человек прям заморачивается. Хочет скоро менять ее на гантелю. Но я думаю, он дорого за нее захочет, скорее всего. Не знаю. На мой взгляд, мотоцикл это условно бестолковый. Но кому как, все по-разному считают. Хочу показать
колокол. Это такой бонус будет к сегодняшнему блогу. У меня зажат токарный станок. Ну вот, это, конечно, недостоверная проверка, потому что это тоже приваренная деталь. Но по внешнему диаметру здесь биение десятка. По мануалу допустимая кривизна, измеренная тупо штангелем в разных диаметрах, по-моему, тоже десятка, не более. Сейчас я начну его протачивать и расскажу, сколько пришлось снять до чистой поверхности. Я очень сильно извиняюсь, но у нас тут умер светильник над станком. Но думаю, все равно интересно будет. Вот у нас колокол. Он бывалый, сильно бывалый. Я, соответственно, касаюсь резцом. Вот он начинает чуть-чуть снимать в одной точке. Дальше отвожу резец глубже. И там зазор, наверное, не видно на камере. Но, в общем, он около миллиметра. Вот у меня здесь по лимбу, ну, грубо говоря, 0,8. Далее, что я делаю? Я начинаю по 2 соточки. Даже, наверное, первый проход, по 2 десяточки, даже первый проход можно 4 десяточки. Станок у нас жесткий, крепление хорошее. Но мы прямо можем лицезреть биение. Я начинаю это протачивать с такой нормальной скоростью резания и самой-самой минимальной подачей, чтобы на таком диаметре обработка была чистая. Подача у нас 1/100 миллиметра наоборот. Значит, это у нас уже съем от касания 0,4 миллиметра. Скорее всего, оно у нас будет только в начале что-то снимать, а в глубине будет больше яма. То есть колокол вот таким вот образом деформирует, так что с одной стороны колодки изнашиваются, а с другой нет. Ну, то есть меньше изнашиваются с другой стороны. Что мы имеем? У нас уже сейчас очень сильно уменьшилось. И, по-моему, вот-вот резец перестанет касаться. Сейчас ждем и наблюдаем. Блин, как мне переставить свет? Светильник, конечно, умер совершенно не в тему. Да, все. Он уже практически не касается. Далее я могу просто взять, грубую сдвинуть, убедиться, что там большой зазор. Никаких там касаниями даже не пахнет. И продолжить. Наверное, я сниму еще десятки 3, а потом буду по 2. Просто вот посмотрите, насколько тут пятно неровное. Сейчас, как же мне это показать? Вот место, которое я протачивал по окружности. Я даже всю окружность еще не захватил. В общем, вернусь чуть позже. На флешке заканчивается место. У меня тут помылись детальки. Это крышка для будущего вариатора с втулочкой. От относительно свежего мопеда какого-то после 2013 года. Вот эта термозащита стояла. Цилиндр помыл под росточку. Смазал маслом его, уберу, чтобы не ржавел, на всякий пожарный. Хотя, конечно, плевать, все равно точить. Далее продвигаемся с колоколом. Значит, вот так вот у нас выглядит поверхность. Наверное, на камере она выглядит плохо. Снял я уже 0,8 мм от касания.
Это на диаметр. И у нас вот в начале еще даже не по всей окружности коснулся резец. Вот явно видно пятно, где он не касался. Продолжаем. До чистой плоскости работаем. Итак, вот у нас окружность. И в центре у нас резец уже цепляется по всей, а на краешке осталась ямка. Внутри резец цепляется не за всю окружность, и только там, где нерабочая поверхность. Снял я уже миллиметр с диаметра. По-хорошему, конечно, такой колокол нужно уже давно выкинуть. Продолжаем. Съем у нас 1,2. И в принципе уже почти результат. Но еще не совсем. Тут у нас еще осталась яма в середине. По краям уже более-менее все. Думаю, что сейчас будет съем десяточка. И будем уже теперь беречь колокол. Может быть, даже если небольшой просвет останется, остановимся на этом. Итак, проточили мы колокол. Вот такой вот результат у нас получился. Вот эту вот небольшую ямку я решил на нее забить, потому что это еще пара десяток. А это пара десяток очень ценного металла, которому предстоит еще возить этот мопед какое-то время. Самое смешное, что колокол не синий, а синий не всегда кривой. И вот многие почему-то считают, что синий значит плохо. Нет, это не так. Вот. Ну, колодки притрутся к этому делу, будем надеяться. И какое-то время это еще поживет. Но хозяину пожелание одно, только копить деньги на новый комплект. Потому что поездит он с этим еще 1010-15, может быть, если повезет 20. Вот. Если он колокол подогреет один раз и его поведет, то будет все это доедать еще быстрее. Вот. Но на практике, кстати, у меня многие довольно долго катаются. Вот. Главное, нежнее ездить, когда притирается. И главное, чтобы все остальное было нормальное, особенно желательно грузики. Потому что грузики очень влияют на сцепление, как ни странно. Как-нибудь, может быть, расскажу про это дело. Вот такое вот получилось дополнение к сегодняшнему бложику. Вот. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Не забудь подписаться и поставить лайк.